I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Back to that other big story we're following. Dylan Redwine's mother opens up about her ex-husband's arrest. В течение года его искала вся страна, родители же все это время не переставали выяснять отношения друг с другом. Исчезновение американского подростка Дилана Николаса Редвайна было названо национальной загадкой. В последний раз мальчика видел отец, у которого тот гостил в ноябре 2012 года. Обстоятельства пропажи Редвайна не предвещали ничего особенного, однако ответ на эту загадку исчезновения Дилана поверг общественность в шок. Какой грязный и смертельно опасный секрет открыл подросток? В 2012 году 13-летний Дилан жил со своей матерью Элейн и старшим братом Кори. Иногда мальчишкам приходилось ездить к своему отцу. Суд решил, что Марк Редвайн имеет право видеться с детьми. Мужчина проживал в 6 часах езды от дома своей бывшей жены в округе Ла-Плата. Однажды, когда ребята в очередной раз гостили у отца, обнаружили на его компьютере фотографии, которые их ужаснули и вызвали отвращение. На снимках был изображен Марк в парике и макияже, одетый в женское нижнее белье и поедающий из подгузника нечто похожее на фекалии. После Дилан делился с братом, что расстроен и чувствует себя некомфортно в обществе родителя, и навещать его больше не хотел. Марк Редвайн знал, что его дети видели компрометирующие кадры. Кори однажды сам написал отцу, что в курсе снимков, и добавил: «Эй, красавица, ты то, что ты ешь. Посмотри в зеркало». С этого момента отношения с отцом начали ухудшаться с каждым месяцем. Перед очередной поездкой мальчик просил брата прислать ему копии тех отвратительных фотографий, чтобы он мог их использовать в случае ссор с Марком. Элейн заметила, как сильно расстроен сын из-за предстоящей поездки. Она думала даже отменить ее, но адвокат сообщил, что это может грозить ей судебным преследованием, если она нарушит условия соглашения об опеке. 18 ноября 2012 года Редвайн забрал своего сына в аэропорту округа Дюранго-Ла-Плата. Записи с камер видеонаблюдения из аэропорта и магазина Walmart, которые посетили Редвайны, показал, что отец и сын практически не разговаривали по дороге. Дилан хотел провести ночь в доме своего друга, но Марк не разрешил сделать это. В тот вечер оба остались дома. По СМС мальчик договорился с приятелем, что придет к нему завтра в 6:30 утра. Последний раз ребенок разговаривал по телефону в 21:37. Когда следующим утром в 6:46 друг написал сообщение с вопросом «Где ты?», то ответа не получил. Позже Марк Редвайн утверждал, что тем утром он вышел по делам из дома в 7:30, а когда вернулся спустя 4 часа, обнаружил, что сын исчез. Начались масштабные поиски в лесах и горах, окружающих дом, из которого исчез подросток. Спустя несколько дней после пропажи Дилана, вторая бывшая жена Марка Редвайна, Бетси Хорват, рассказала следователям о давнем тревожном разговоре с мужчиной. Однажды он сказал, что если ему когда-нибудь придется избавляться от тела, он оставит его в горах. Брак Бетси и Марка продлился 6 лет, у них было 2 детей. При разводе также возник спор об опеке. «Честно говоря, он вел себя довольно оскорбительно», — сообщила женщина. Следователям она рассказала, что Марк неоднократно нарушал условия соглашения об опеке и угрожал ей, говоря, что убьет детей, но не позволит ей забрать их. Правоохранительные органы получили множество наводок от экстрасенсов, которые утверждали, что знают, где найти останки Дилана, и многие пришлось проверять. Однако ни одна из зацепок не привела к успеху. Частично останки тела были найдены случайно только спустя больше чем полгода после пропажи Дилана 27 июня 2013 года, примерно в 100 метрах от тропы для квадроциклистов и приблизительно в 160 километрах от дома Редвайна. Примечательно, что случайный свидетель видел, как отец пропавшего мальчика ездил в одиночестве в этом районе в апреле 2013 года. Марк хорошо знал эту местность, и у него был квадроцикл.
После обнаружения останков у Редвайна и его сына от Бетси Хорват состоялся странный разговор. Мужчина говорил о том, что полиции необходимо найти остальные части тела, включая череп, чтобы следователи могли определить, была ли причиной смерти травма тупым предметом. По мере своего развития дело привлекало все больше внимания как в Америке, так и в других странах. Элейн и Кори вместе с Марком Редвайном появились в двухсерийном эпизоде шоу «Доктора Фила». «Я действительно верю, что Марк забрал Дилана, чтобы наказать мою маму и, по сути, причинить ей вред», сказал на телевизионной передаче Кори, который назвал своего отца только по имени. «Я думаю, Марк лгал с самого начала». Бетси Хорват тоже выступала на этом телешоу и рассказала, что боялась мужа на протяжении всего их злополучного брака. «Есть так много вопросов, и истории продолжают меняться. Именно поэтому люди смотрят на тебя, Марк», обратилась к бывшему мужу женщина. Передача закончилась отказом Редвайна пройти проверку на детекторе лжи. Согласно судебным документам, 5 августа 2013 года полиция обнаружила следы крови Дилана в нескольких местах в гостиной дома Редвайна, в том числе на диване, в углу журнального столика и на полу под ковром. Обученная собака учуяла запах человеческих останков в гостиной и в стиральной машине, а также на одежде, которую, по сообщениям свидетелей, носил в вечер 18 ноября 2012 года Марк Редвайн. 13 февраля 2014 года был проведен обыск автомобиля мужчины. Служебные собаки указали, что в нескольких местах в грузовике Dodge тоже присутствует трупный запах. 1 ноября 2015 года несколько туристов нашли череп Дилана Редвайна в районе Middle Mountain Road. Парковая служба Колорадо подтвердила этот факт. По сообщениям экспертов, ни одно животное, обитающее в этом районе, не смогло бы затащить тело ребенка на такое расстояние вверх по горе, как и перенести череп на 2 километра от тела. Дело против Марка Редвайна основывалось преимущественно на косвенных уликах, и потому прокуратура решила созвать большое жюри, чтобы решить, достаточно ли доказательств для вынесения обвинительного заключения. 17 июля 2017 года количество улик жюри удовлетворило. 2 днями позже Редвайн, который в то время работал водителем грузовика, был арестован в Беллингеме, штат Вашингтон. Судебное заседание состоялось только в 2021 году, после нескольких отсрочек из-за ограничений, связанных с ковид. Разбирательство продлилось 5 недель. 59-летнему Редвайну были предъявлены обвинения в убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми. Судебный антрополог показал, что Дилан получил перелом под левым глазом и что 2 отметки на его черепе, вероятно, были оставлены ножом во время или незадолго до смерти. Окружной прокурор Майкл Догерти утверждал, что подсудимый убил сына в приступе ярости после ссоры из-за фотографий, на которых мужчина был запечатлен в женском нижнем белье. Прокурор неоднократно назвал дело простым и трагическим и подчеркивал, что поведение Редвайна соответствовало убийству второй степени, а поскольку он сознательно убил Дилана, нанеся ранения не в одном, а в 2 местах. Адвокат Джон Моран возразил, так как спор по поводу этих фотографий уже был между отцом и сыном ранее, во время поездки Марка и Дилана по стране, и прокуроры не могут доказать связь между компрометирующими снимками и смертью ребенка. «Эти изображения относятся к частной жизни Марка», – заявил защитник. «Если обвинение может найти эксперта, который скажет, что люди, делающие такие снимки, с большой вероятностью убивают своих детей, эта информация будет учтена. Мистер Редвайн не убивал своего сына». Старший брат погибшего рассказал, что они обнаружили фотографии своего отца в нижнем женском белье в 2011 году. Кори сделал копии снимков и сохранил их, а когда в августе 2012 года поссорился с отцом, отправил их ему. В суде была обнародована часть переписки между Кори и Марком. Подросток называл своего родителя «трусом, питающимся дерьмом». В ответ Редвайн назвал своего сына вором за то, что тот украл фотографии, и сказал, что Кори пытается причинить ему вред так же, как и его матери. Кори сообщил суду, что эти снимки уничтожили авторитет Марка в глазах ребенка и разрушили их отношения. «В тот момент у Дилана не было никакой причины равняться на него», – сказал подросток. Он заявил, что его младший брат испытывал сильное отвращение и хотел использовать снимки в качестве рычага давления в споре с Марком год спустя.
Элейн Холл дала показания, что отправила сына в дом Редвайна 18 ноября 2012 года. Узнав, что мальчик пропал на следующий день, немедленно отправилась в округ Ла-Плата, чтобы найти ребенка. Она сказала, что ей было неизвестно ни о самих фотографиях, ни о том, что Дилан ссорился с отцом по поводу этих снимков. Женщина отметила, что сразу заподозрила, что бывший муж говорит не всю правду об исчезновении их сына. Об этом свидетельствовали текстовые сообщения, которые она писала в тот период. Их также предоставили в качестве доказательств. «Он не мог просто уйти, он бы позвонил мне. Я сейчас подозреваю тебя. Как он мог просто исчезнуть?» Защита предположила, что слова бывшей жены не могут быть приняты на веру, поскольку у нее был спор об опеке с подсудимым. Адвокат Редвайна также сказал, что появление Элейн Холл на национальном телевидении могло настроить общественное мнение против ее мужа и повлияло на направление полицейского расследования. Элейн настояла на том, что общалась с представителями СМИ и присутствовала на акции протеста у дома Марка Редвайна, пытаясь вернуть Дилана домой. «Я полагала, что он был в безопасности, потому что был со своим отцом и была опустошена тем, что никто не знал, где находится мой сын». На процессе стало известно, что когда поисково-спасательные отряды прочесывали близлежащий лес, пытаясь найти пропавшего мальчика, весь свет в доме Редвайна погас около 23 часов. Прокурор отметил: большинство людей знает, что нужно оставить свет включенным, если ребенок потерялся в лесу, но обвиняемый поступил иначе. Общественный защитник Джастин Боган назвал расследование предвзятым и небрежным из-за уничтожения доказательств экспертом, который отломил кусок черепа Дилана во время проведения исследования, и ученого, который показал в суде, что сторона обвинения предоставила им полицейские протоколы еще до дачи показаний. Боган также заявил, что следователи избирательно подходили к собранным доказательствам и назвал Редвайна мишенью, поскольку для наблюдения за ним были установлены камеры, а его передвижения отслеживались с помощью GPS. Адвокат Джон Моран сообщил суду, что такое малое количество крови, найденное в гостиной Редвайна, скорее всего, можно обнаружить в любом доме. Использование собак для обнаружения улик назвал «мусорной наукой». Обвинение подчеркнуло, что отсутствие текстовых сообщений Дилана в социальных сетях утром 19 ноября 2012 года свидетельствует о попытках подсудимого скрыть убийство с помощью истории, противоречащей обычному поведению мальчика и его планам на тот день. Редвайн рассказывал полиции, что согласился отвезти сына в дом его друга, когда вернется домой, то есть за час до полудня. Однако в текстовых сообщениях Дилан договаривался встретиться с приятелем в 6:30 утра. «Если бы ребенок в то утро был жив, как этот парень хочет, чтобы вы поверили», отметил прокурор Догерти, то он общался бы со своим другом, отвечал на сообщения матери и проявлял активность на Фейсбуке. Однако этого не было, о Дилане больше ничего не было слышно. Между тем, защита заявила, что Редвайну, парню, трудившемуся в то время на нефтяном месторождении, не хватило бы знаний и времени, чтобы расчленить тело, провести тщательную уборку места преступления и на следующий день выглядеть на работе как обычно. Защита придерживалась версии, что Дилан был жив утром 19 ноября 2012 года. Его отец отлучался по делам в город, а когда вернулся, обнаружил пропажу. На столе стояла миска с хлопьями, а телевизор был включен на канале с мультфильмами. Адвокат выдвинул предположение, что ребенок мог стать жертвой нападения незнакомца, когда гулял. В ходе судебного разбирательства Редвайн написал краткое заявление, утверждая, что невиновен. Судья 6-го окружного суда Джеффри Уилсон зачитал эти строки. «Невиновен по всем обвинениям. Судебная ошибка, ложное убеждение, фиктивный суд. Я очень серьезно отношусь к этому и хочу дать понять, что я тоже потерял ребенка, которого люблю больше жизни. Я буду бороться за истинную справедливость не ради себя, а ради Дилана. Я всегда проявлял раскаяние в тех случаях, когда я виновен. Выступайте против фальшивого правосудия». Адвокат Джастин Боган потребовал от присяжных рассмотреть любые разумные сомнения, возникающие из предположений обвинения относительно мотива, а также принять во внимание отсутствие доказательств ДНК, орудия убийства и причины смерти. Правительство, прокуратура, департамент шерифа округа Ла-Плата, ФБР, Бюро расследований Колорадо, Национальная лесная служба не могут сказать вам спустя 9 лет, что произошло, потому что они не знают, произнес Боган. Если они не знают, то и вы не знаете. 16 июля 2021 года 12 присяжных
признали Марка Редвайна виновным в убийстве второй степени и жестоком обращении с ребенком, приведшим к смерти. Подсудимому грозило от 16 до 48 лет заключения. Прокуроры просили суд приговорить его к максимальному сроку, сославшись на ряд отягчающих обстоятельств, в том числе на то, что Редвайн убил собственного сына, ввел в заблуждение правоохранительные органы и не проявил никакого раскаяния. При вынесении приговора Брэндон Редвайн, сводный брат Дилана, сказал, что хочет дать понять, что только действия его отца привели к тому, что произошло. Кори Редвайн сказал, что его младший брат – герой, и он молится о нем. Элейн, мать убитого, сообщила: «Когда я думаю о том, что произошло той ночью, у меня разрывается сердце при мысли о том, как Дилан смотрел на своего отца». Она перевела взгляд на подсудимого. «У тебя никогда не было раскаяния. О чем ты думал, когда смотрел в его голубые глаза? Ты украл у него молодость, ты украл у него то, кем он мог бы стать. Ты никогда не берешь на себя ответственность. Ты заслуживаешь максимального срока». Она также сказала бывшему мужу: «Ты знал, где был Дилан все время, пока мы его искали, и ни разу ты не дал никакого совета и не высказал ни одного предположения относительно того, где он находится. В ту ночь, когда ты причинил Дилану боль, тебе следовало поступить правильно и позвонить в службу 911, позволить им разобраться, вместо того, чтобы спрятать его тело на горе». Адвокат обвиняемого произнес: «Мистер Редвайн любил Дилана всем сердцем. Марк Редвайн надеется на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела судом более высокой инстанции. Он подает апелляцию и не желает никаких дальнейших записей здесь». Обращаясь к осужденному, судья Уилсон напомнил, что доказательства против него неопровержимы. «Во-первых, вы убили своего сына, 13-летнего мальчика. В 13 лет он все еще маленький мальчик. Как отец вы обязаны защищать своего сына, уберегать его от опасности. Вы убили его в своей гостиной. После того, как ярость, которая заставила вас действовать таким образом, утихла, вы не думали о Дилане, вы подумали о себе. Вы очистили место преступления, спрятали тело ребенка и зашли так далеко, что отделили его голову от тела». Судья отметил, что попытки Редвайна скрыть труп мальчика и ложь о том, что произошло, причинили страдания семье Дилана и всему обществу. Эти действия лишили ребенка возможности вырастить, полюбить, жениться и завести собственных детей. 8 октября 2021 года Марк Редвайн был приговорен к максимальному сроку наказания – 48 лет тюремного заключения. Мне трудно вспомнить осужденного, обвиняемого по уголовному делу, который демонстрировал бы такое полное отсутствие раскаяния в своем преступном поведении, заключил судья. Редвайн, одетый в оранжевый тюремный комбинезон, отказался давать комментарии. Элейн Холл выразила удовлетворение результатами процесса. «Это справедливо, насколько это возможно», – сказала она. «Никакой срок не будет достаточным, чтобы компенсировать смерть Дилана, но, по крайней мере, Марк, надеюсь, не выберется. Надеюсь, он умрет в тюрьме». Слова Марка Редвайна, одной из своих бывших жен, о том, что он лучше убьет детей, чем отдаст их ей, жестокость, с которой мужчина расправился с собственным сыном, и полное отсутствие раскаяния, отмеченное судьей Уилсоном, свидетельствуют о наличии у Редвайна психопатических черт. Психопатия характеризуется такими диагностическими признаками, как поверхностное обаяние, неспособность учиться на собственном опыте, патологический эгоцентризм, неспособность к любви, отсутствие раскаяния и стыда, импульсивность, раздутое чувство собственного достоинства, склонность к патологической лжи и манипулятивное поведение. Люди, страдающие таким расстройством, плохо умеют управлять своим поведением, что нередко приводит к стойким антисоциальным отклонениям и преступному поведению. Достоверно неизвестно, есть ли психопатия у Марка Редвайна, поскольку еще в августе 2017 года его адвокат направил в суд документ, где просил вынести постановление, запрещающее любому тюремному персоналу, включая психологов и психиатров, проводить какие-либо оценки его состояния. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему Марк Редвайн убил своего сына? Был ли это страх, что ребенок разоблачит его, или желание отомстить бывшей жене? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.